Доброй ночи, друзья. Сегодня я хочу рассказать вам про образ одного божества, который часто упоминается в книгах магии, о котором многие говорят. Печать его присутствует и существует как символ сатанизма и вообще черной магии. Но что из себя представляет это божество, на самом деле мало кто знает. Итак, Бафомет. Первый раз упоминание об Бафомете мы читаем в XII веке, когда некое воплощение зла называется Бафометом, какой-то черный дух. Однако он упоминается в литературных произведениях, но никак не в магических и никак не в каких-то трудах алхимиков и колдунов древности. Но в XIV веке вдруг образ Бафомета всплывает вновь, когда судят орден тамплиеров. И по обвинению святого папы и святой инквизиции считается, что тамплиеры поклоняются Бафомету, козлоголовому богу, и за что лидера этой организации сожгли на костре, все остальные разбежались. Однако многие ученые считают, что это было придуманное, то есть был предлог для того, чтобы избавиться от тамплиеров, поскольку папа чувствовал от них опасности своей власти и ни с кем не хотел делиться. Папы римские на самом деле действительно не терпели конкуренции. И я тоже считаю, что тамплиеры навряд ли поклонялись божеству такому, вообще любому магическому символу, поскольку у них были вполне приземленные желания. То есть обладать властью, богатством и так далее, и так далее. И магия для них не была основным занятием, вообще не было занятием. Итак, кто есть Бафомет? На самом деле Бафомет – это собирательный образ, поскольку он не встречается ни в древних манускриптах и нигде не упоминается о том, что было такое божество Бафомет. Его снова привели к жизни, воскресили, можно сказать, в церкви сатаны. Сделал это Лавей, который создал его печать и образ, а журналисты, естественно, растусовали это все и разнесли по всему миру. И теперь вот божество Бафомета считается вполне существующим реальным божеством, дарующим мудрость, силу и так далее. Это андрогенное существо. На одной руке написано «сгущаю», на другой «растворяю». Одна рука направлена наверх, вторая вниз, показывая верхние и нижние миры. Между рогов факел знаний, огонь. Соединяет мужское начало, разум и темперамент, и так далее, и так далее. Крылатое существо с лицом козла, как у древнегреческого Пана. Дело в том, что вот в этом божестве, как ни странно, объединились все силы, которые когда-либо существовали в памяти человечества и которым человечество поклонялось. Все эти силы объединились и сгустились в одном божестве Бафомете. Это собирательный образ сил тьмы. Тьма, я уже объясняла, что это не обязательно зло. Так вот, Бафомет – это идеальный образ для тех людей, которые хотели бы обратиться к тьме и не держать дома или не могут найти, скажем, все эти образы божеств, и могут вполне в Бафомете увидеть все частички божеств, которые им нужны, и дух, и силы, и все такое. Вообще не столь важно иметь статуи, либо какие-то изображения. На самом деле все зависит от нашей силы, воли, от разрешения, от того, что нам дано. Но когда мы держим у себя статуи этих сил, мы выказываем им уважение, и тем самым они поворачиваются в нашу сторону и лучше нас слышат, больше помогают. Вот в чем смысл этих статуй, чтобы просто все не кинулись их покупать. Вообще простым людям его дома держать вообще не рекомендую. От него идет очень сильная энергетика, и надо это все уметь пережить и перенести. Если вы хотите поклониться
то есть благодарить его и попросить силы, они на самом деле дают силы и знания, это проверено, то для благодарения вот этого божества собирательного образа всей тьмы берется вода, огонь, можете обкурить благовоние. Я сейчас произнесу заклинание, которое на самом деле, в принципе, мое, создано мной, но я всегда соблюдаю каноны и законы действия магии, потому что нельзя из себя придумывать что-то. Оно либо приходит, либо нужно за основу брать уже известные заговоры и так далее, и так далее. Потому что здесь выходить за рамки канонов чревато, не стоит. Итак, обкуриваем. Здесь сладковатый запах лучше, лимон, либо мак, либо ваниль. И просим у него то, что хотели бы попросить. О образ вездесущей тьмы, начало женщины и мужчины, несущий огонь знания между рук своих, сгущающий, растворяющий, дарующий знания. Одари меня великими тайнами Вселенной, о сущность животного и человека, о сила разумной твари, сгущай свои знания и растворяй в моем разуме. Одаряй меня властью над живыми и мертвыми. Пусть сила Твоя охраняет и оберегает меня и мое потомство. Да будет так. И вот в лице одной силы, одного божества, вы получаете силу всей тьмы. На самом деле все эти духи, божество и тому подобное, это всего лишь слуги той великой тьмы, того великого хаоса, который выбирает людей, дает им знания, силы, умения, помощь претворить в жизнь его желание, его волю. И вот этот великий хаос в этом божестве, в Бафомете, в собирательном образе и существует, поскольку в церкви сатаны были разумные люди и ученые. Я сейчас не призываю ходить в церковь сатаны. Я вообще не считаю, что нужно было создать церковь сатаны как таковой. Смысла в этом не вижу, поскольку насильно не будешь и идти к нему, лишь бы он принял и помог, он сам выбирает, кого надо. Вот, ну, в любом случае, вот этот собирательный образ всех божеств, всех духов, всех сил тьмы очень удачно придуман. И в лице Бафомета мы призываем и просим, обращаемся ко всей тьме, можно сказать. Это как посланник, может, посредник между людьми и духами хаоса. И я вам скажу, что если не было бы воли того же самого хаоса, то ни один человек не мог бы придумать этот образ и от себя что-то там добавить. Без воли на то вот этих великих сил. Если будут у вас вопросы, задавайте на почту. Всем спокойной ночи.